Друзья мои, всем огромный привет! Сегодня работаю с хоечками. Нужен полив. Не срочный, но хочу промониторить все вот эти две полочки, посмотреть, как они себя чувствуют. Ой, вижу даже уже кое-где зреют бутоны. Вон, смотрите. Ой, я, честно говоря, думала, она уже цвела, а она только дует бутончики. Вот здорово. В конце этого видео покажу, как будет цвести акута вариегата. Я не сама здесь, у меня есть помощник. Звать его Жорик, да? Он тоже будет вместе со мной поливать хоечки. Да, Жорик? И тут у нас на стоечке вот такая красота растет, девочки. Вот мне полинейра нравится, но брогет мне нравится больше всех. Потому что брогет беспроблемная. И смотрю, она уже дает вот такое ответвление. Куститься начинает. Классная. У меня с этой альбомаргинатной, да, та, у которой варигатность по краю, как-то не сильно получается подружиться. Варигатную вообще побаиваюсь. А с этой прям красота. Как они друг друга чувствуют. Это я про себя и про полинейру. В общем, с ней вообще без проблем. Растет в маленьком стаканчике. Корешки. Это Марина мне подарила. Эту красоту прислала. И сказала, что Аня, она беспроблемная. И я так рада, что она беспроблемная. Немножко вот сплэша даже у нее на листике. Вообще клевая. Надо будет ей найти где-то место, хотя она здесь тоже неплохо растет. Но все-таки ей надо какое-то достойное место, чтобы она вот прям свисала и радовала кустиком. В общем, взбираемся по трапу наверх и будем рассматривать. Ну, сразу вам покажу акуту, пока еще в бутонах. Цветение ее вот-вот начнется. Я думаю, что еще пару дней. Что-то не хочет фокусироваться на этой красоте моя камера. Но она действительно очень красивая. Листья у нее замечательные. И соцветия тоже классные. Вот, 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 вот. Я прям обрадовалась. Цветоносы, да еще два, и столько бутонов. В общем, будем ждать. Видео выпускать не буду, пока она не откроется. Я надеюсь, что я не прошляплю этот момент, не пропущу и сниму кусочек видео цветения акуты варигаты. Так, ну что, как поживает мой манипуренсис? Вроде неплохо, девочки, сейчас. Очень нравится мне эта хуечка. Я скажу честно, пробовала недавно укоренить черенок с этой хои. Но было еще зимнее время. В общем, у меня ничего не вышло. Ничего не вышло. Он у меня пропал. Расскажите, как вы укореняете. Я хочу попробовать в Серамисе укоренить. Я пробовала в торфе и не вышло. Ну, зима, говорю, была. Может, в Серамисе будет укореняться хорошо. Вот здесь корневой как таковой прям такой разветвленной, богатой нет. Видите, вот так кое-где. Ну, корешки видны, но не так, что прям ком корней. Но вообще классный. Манипуренсис фила его звать. Из двух листиков. Вот один листик только остался за несколько лет. Вот видите, второй упал снизу. Вот приехал черенок, срез на два листика. Маленькая такая палочка с двумя листиками. Смотрите, какой классный. Такой необычный. Не знаю, мне он очень нравится. Может, не всем нравится, но мне вот прям как-то вот он забавный такой, интересный. И вот смотрите, сколько он дал вот веточек. Да? Здорово. Такой обалденный. Его еще можно подзагореть под лампами. И он будет с таким загарчиком. Но у меня он здесь не загорает, потому что стоит, свисает с полочки.
солнышко достает до него, но оно рассеянный свет, поэтому он не стрессует. Смотрите, у меня здесь две каудаты. Вот листик Gold, и вот усик пошел, пошел, пошел. И встретился с каудатой Silver Splash. Не та, которая прям вот сейчас модная, Silver. У меня есть. Это, ой, нет, она называется Арген. Есть у меня, я вам покажу ее. Много раз показывала. Но вот это вот тоже классная хоя. Вот она стоит там. Видите? Которая просто сплэш, Silver Splash. Бутоны дует. И они вот здесь встретились. Две хои. Так здорово. Так, а это чей ус здесь мне машет? А это ус Гунингалинг. Смотрите, какая красавица. О, а бутоны чьи? А бутоны, судя по листу, это бутоны ундулаты. Да, представляете, ундулата решила вновь на этом цветоносе зацвести. Вот она здесь у меня. Девочки спрашивают срезики. Девочки, ну пока вот лоза идет, вот она пошла, вот сюда вышла, вот два листика, и вот пошел усик, и вот здесь тоже соображает цветонос, но вот на этом месте, на этом узле пока нет листиков, я жду. Вот если появятся вот здесь листики, и, конечно, было бы хорошо, если бы здесь появились тоже, да, то можно было, девчонки, нарезать вам. Но пока тишина. Пока тишина. Только вот здесь вот последний узел. И вот такая вот, смотрите, удочка. Еще не обрастает. Так, мой Клементиорум Индонезия. Тоже недавно у меня его спрашивали. Ой, куда он кинул ус. Я вам показывала недавно видео в прошлом месяце. Этот ус был еще небольшой. А теперь он так подрос. И он здесь вообще запутался. А чего он сюда пошел? Гляньте, вот сейчас его тронешь, да? Он пролез здесь под этой красоткой. В общем, девочки, сейчас выключусь и буду здесь наводить порядок. Как-то его надо. Вот если его крутанешь, тронешь его, то он обидится и вот так вот засохнет, как этот. Ой, а тут опять или вновь опять, смотрите, опять бутоны. Юки. Опять бутоны. Клементиорум Индонезия только цвел, я вам показывала. Опять собрался цвести. Может, ему тут жарко, поэтому он постоянно цветет? Не могу понять. Так, а если я вот так его возьму и потяну, чтобы не дотрагиваться до усика, вот я так и сделала, не дотрагиваться до этого усика руками, потому что девочки мне писали, что возможно из-за того, что дергаем руками, делаем ожог усика, кончика усика, и он засыхает. Есть такая версия. Слушайте, то он вроде как так сильно уже просох в стаканчике, что он уже вот-вот упадет. Сейчас буду предпринимать меры. Все, смотрите, я его вот так вот схватила. Ой, сейчас, девочки, покажу. Я его подхватила вот так крокодильчиком. Он шел вообще в сторону. А откуда он вообще вышел? Откуда-то снизу. А, вот отсюда вышел. Из нижнего, из самого первого узла. Обалдеть. И вот так он пошел в сторону, но я его подхватила, чтобы он шел наверх. Горизонтально. Вернее, вертикально. Вертикально вверх, чтобы шел. А то вот это вот придумал себе. Он какой-то однобокий. Вот здесь, видите, здесь круг делает. Он с этой стороны цветет, а с этой стороны наращивает листья. Представляете? Такая вот хоя интересная. Клементиорум Индонезия. Сейчас я вам поставлю вот так, чтобы было видно.
Вот такой вот мой рептилоид. Красавчик. Видите? Мне он очень нравится, конечно, что говорить. Интересные. Они сейчас разные. И я вам скажу, у них даже внешний вид немножко разный из-за условий содержания. Можно вот нарезать черенков и в разные условия, с одного растения в разные условия поместить, и будет совершенно разный результат в плане темпа роста и в плане листовой массы. У кого-то сплэш обильный появится, у кого-то будет посветлее, мне кажется, пластина, у кого-то потемнее, у кого-то под лампами. Но это, конечно, вообще восторг. Очередное цветение клеменсиорума. Уже даже не знаю, какое по счету. Я много раз пропускала, прихожу, уже бутоны опали, отцвела. В общем, красавчик. Листики интересные. А вот последний листик небольшого размера вырос. Видите? Такой вот на фоне руки, вот он вот такой. А самый большой вот здесь внизу, смотрите. Длинный такой, узкий. Листья все разной длины. Интересно, что он изобразит на этом новом усике. Будет прям интересно. Ну вот для коллекции, для тех, кто любит хвои, в принципе, один клеменсиорум не будет лишний на вашей полочке. У меня их 2. И больше как бы мне нет желания какие-то еще покупать. В принципе, я вижу, что они все плюс-минус похожие друг на друга. Но про мой ачих вообще я молчу. Он такой... А, кстати, он тоже вот снизу выдал ус, видите? Как-то снизу они повыдавали весной усы. У него тоже вот это клеменсиорум ачих. Немножко он отличается по цвету пластины. Вот я срезала недавно черенок на 2 листа. Уехал он к новой хозяюшке. Надеюсь, что укоренился. Ой, боже, какая обратная сторона. Пушистая. Вот так, когда проводишь пальчиками, прям приятные тактильные ощущения. И вот он этот ус выдал. И смотрите, куда он пошел. Вот дошел до сих пор. И что-то ему там не понравилось. Он как бы присушил немножечко. Или я дотронулась, он его засушил. Потом оживил почечку и пошел дальше. И вот смотрите, где он уже. Он уже там. Вот там. Уперся в стену, в провод. И опять-таки замер, засушил. И вот теперь как его взять и что с ним делать? Он просто вот так лежит. Кстати, уже отцветает орхидея. Она здесь держателем является для каудаты. Представляете? А каудата что-то ленится давать по 2-му листику. Хотелось бы по 2-му на узле. И то же самое каудата 2-я серебряная тоже по 1-му листику дала. Но там еще вижу болтается цветонос. Так, и здесь скоро начнут уже падать цветочки. Ага. Ну, каудата вообще цветет. Вот у нее постоянно эти бутоны. Я даже не замечаю, когда она цветет. В конце видео покажу вам, как цветет. Кусочек видео вам покажу, как цветет похожая на каудаты фувоенсис. Очень красивое цветение. Оно вроде как не богатое, прям такое, не крупноцвет, но интересно. Вот я вижу у каудаты там еще один цветонос, видите? Вон он. И на нем, кстати, много бутонов. А здесь чуть-чуть. Вот нашла я 2 цветоноса. Либо это только начало, еще может нарастут. Но как-то здесь немного. А там побольше гроздь. В общем, тоже любит цвести. И вот так пошла веточкой. Сюда вышла. Нашла здесь вот такое отверстие. И смотрите, выдала
Вот такой мне финт ушами. И дальше растет. Девочки, кто захочет каудату, вот эту, срежу вам вот здесь череночек. Один и второй. Хочу ее освободить отсюда, вот так что пишите, пишите. Там девчонки были в очереди на каудату Gold, но она вот сейчас пошла растить дальше усик. Вроде остановилась и тоже пошла дальше растить. Как бы жалко, тоже резать жалко. Ой. Так, здесь у меня детку ждем от орхидеи. Сняла одну, жду, что появится новая. Это моя вот эта вот красота Джулия. Джулия доцветает. Так, ну вот здесь, конечно, Акута меня прям радует. Так, она, вы знаете, я от нее все ждала продолжения. Она дала всего лишь, по-моему, ой, вот это только узел или 2 узла. И начинает вот цвести собралась. Я говорю, ты бы росла, красавица, дальше. Нет, она цвести собралась. Кстати, вот в моих условиях не быстро растущая хуя, но очень красивая, прям приятно ее брать за листики. Она такая прям глянцевая. Ой, я там вижу молоденький листочек, смотрите, какой интересный. Он там с варигатностью хоть? Ну вот такой вот. На каждом листике свое количество варигатности. Девочки, пытаюсь пристроить вот эту здоровяку Потси сплэш. Она, конечно, мне нравится, но так уже разрослась. Кто захочет узелки, пишите, вышлю вам узелки. Если ее, она у меня, видите, очень хорошо любит пить и очень хорошо в двойном горшке. Там даже фитиля, по-моему, нет. Или есть? Нет, это, по-моему, она корень уже такой туда спустила. И я ее поливаю сюда и оставляю там вот так воды. И она с удовольствием пьет. Она, конечно, мощная дама. Классная. Смотрите, какой лист красивый. Не знаю, почему сейчас вот ну как бы не то, что не популярна, но она редко встречается у любителей хой. Но она очень достойная, интересная такая. Блин, мне лист вот этот, он напоминает как по глянцевости, по тактильности вот эту хою. Прям такое ощущение, но и у нее еще ребрышки такие есть, видите? Видно как ребрышки. И вот это вот, кстати, сплэшистая заливочка, сплэшики эти, они в зависимости от освещения могут меняться. У меня-то она просто тут, у кого-то может быть, вот тут смотрите, какие большие листы новые, обалдеть. Ему тут жарко, и он скрутил лист, лежит прям на лампе. Ну ладно, вот здесь в тенечке сплэшек есть. И она вот у меня сюда пошла, сюда. В общем, кто захочет, пишите Потси сплэш. Классная хоя. Нарежу вам череночков. Достаточно черенка с 2 листьями. Она очень хорошо укореняется, легко, без всяких танцев с бубнами. И без всяких танцев с бубнами хорошо растет. Так что вот так. Они тут у меня молодцы, девчонки. Акута тут еще держит у меня ондулату на себе. Тут это усы бросает в разные стороны. Кто захочет гунингадинг, пишите. Гунингадинг тоже сейчас доступная, интересная хоя. Она у меня, кстати, цвела. Покажу вам фотографию. Она загорающая. На солнце листики становятся шоколадными. Классные. Если просто вот далеко от окна будет стоять, вот солнышко попадает, она немножечко меняет тон. Видите? Вот здесь вот так, а здесь пошоколаднее листья. Класс. Такая вот тоже мне очень нравится. Гунунгадинг. В переводе гора слоновой кости называется она. Растет без проблем. Такая вообще молодец. Очень много черенков у меня к девочкам уехала.
Смотрите, сколько она цветоносов понавыдавала. Вот цветонос. Вот цветонос. Вообще беспроблемная. Цветет, радует. Вижу, что надо уже ее поливать. Скорее всего, что она уже у меня, да, уже сухонькая, уже легкий двойной горшочек у нее. Наливаю так, водички оставляю здесь, она выпивает очень быстро. О, еще цветонос, только формируется. Все вы знаете мою абавату варигату. Вот тоже смотрю, о, какой сюрприз очередной. Смотрите, у нас новая корзинка. Вот скоро будет пахнуть. И, кстати, цветонос новый. Видно, что еще не цвел. Когда цветонос уже цвел, у него такая многоступенчатая структура. Строение многоступенчатое. И вот здесь новый цветонос. И, в общем, она сюда пошла, и она вся в цветоносах. Вот цветонос, вот цветонос. Гляньте. Буквально вот на днях отправила череночек девочкам, срезик. И у меня 2 осталось. Я их сейчас поставила в водичку. Жду корешков. Укореняются в воде у меня. И буду высаживать. Кто захочет, пишите. Будет у вас тоже такая красота. Очень интересный. Такой прямо лист, как у суккулента. Она мне нравится. У нее и сплэш, и варигатность. Неприхотливая, но пить любит. Ее лучше вот так на фитиль, в двойной горшочек, либо она сама в двойном горшочке без фитиля даст корешки и будет там себе сама воду добывать. Но я в этом году ее, или в прошлом, в 25-м году пересадила. Она у меня пересыхала. Она когда пересыхает, видите, что с листьями происходит, девочки. Вот такое происходит. Они жамкаются. И, в общем-то, я посмотрела, и вот так они крутятся. Видите, вот похоже становится на эту, ну не совсем, на веревку. Как называется? Карноза. Нет у меня такой, которая вся компакта, да, или как она? Она такая вся покрученные листья. Такой этой тоже такие листья становятся, видите? Капец. А вот когда я, вот смотрите, когда я пересадила ее в этот горшок, и она начала стоять влажная, даже на холодном подоконнике, то ее листья вот эти так и остаются, ничего вы с ними уже не сделаете. Но если вы этот черенок высадите, он даст при нормальном содержании, при хорошем влажном субстрате, влажности воздуха нормальной, адекватной, хотя у меня вообще летом тут 20%, он вам даст, вот видите, вот этот лист еще рос, когда она была в другом горшке, но вот этот лист вырос, когда уже горшок я поменяла. Следующий лист нарос раньше, чем этот, тоже вот такой закрученный. То есть она может доращивать листья, вот, например, там, где по одному листику, вот, может появиться листик вообще через 2 и через 3 месяца, как у всех хой. И вот когда уже пошла хорошая влажность, то уже такие красивые листья, видите, расправленные, правильной формы, вот все как мы любим, как по сорту. А вот здесь вот первые, которые появились, они вот такие закрученные, потому что я ее не успевала поливать. А я смотрю, думаю, надо что-то с этим делать. Ну что это такое? Она крутит мне листочки. Думаю, все явно признак того, что ей не хватает. Не хватает ей. Но тут у меня еще, в общем, 2 черенка у меня на укоренении. И вот здесь вот это тоже можно срезать. Это старенький, ну как, вот пошло отсюда ответвление, вот это одно. И вот оно так вот пошло. Я ему разрешила вот так себя вести. Безобразно. Но ничего. Она ползет туда, ползет. И кажется, что краешек засох. Нет. Он просто такого цвета. Темно-вишневого. Прикольно. Я ей тут сделала держатель. Но она такая мощная, что она отрывает их от обоих. Представляете? Вот этот вроде держится. А тут она сорвала. И вон там выше еще один. Обалдеть. Так, я не в этом сезоне
Отслала большую хою Лизу девчонкам. Так вот, себе оставила маленький черенок. Вот думала, все, выведу из коллекции Лизу Australis. Но не удержалась и все-таки себе маленький черенок оставила. Укоренила быстро его очень. Видите, вот он какой. Быстро укоренила. Без проблем. Уже надо будет скоро пересаживать перевалкой. Просто разрежу стаканчик и перевалю в больший объем. Вон вижу, она наклюнула носик нового роста. В общем, называется, я вырастила вот такое крупное растение, вот как эти, да, и с удовольствием его отправила в новый дом. И у меня теперь новая идея вот на этом месте, новая сверхзадача вырастить новую большую Лизу. Все-таки вот не смогла я остаться без этой красоты, да? Девчонкам тоже часто срезала, надеюсь, что все в порядке у них с Лизой. И оставляю ее на этом месте, потому что она на этом месте у меня росла вот так на пол окна, большая. И как бы ей здесь было комфортно. Так, наконец-то пошла в рост моя калистофила, девочки, которая контраст вен. Ой, боже, уже, наверное, год прошел, как я купила черенок. Ну, знаете, как бывает? Бывает черенки удачные, неудачные, фартовые, нефартовые. А бывают условия подходящие и неподходящие. И тут что-то вот не срослось. Вообще у меня калистофила есть, калимантан, которая... Сейчас мы сравним с вами листики. Но она сейчас тоже у меня в каком-то анабиозе. Что-то вот калистофилам моим не хватает. Что-то они там как-то вот, не знаю, что-то вот либо освещение не подходит здесь им. Ну вот все хои покидали новые усы. О, а здесь тоже, кстати, я жалуюсь и одновременно нахожу новые направления роста. Вот оно. И так удачно это направление роста идет именно вот на ту сторону. Потому что она у меня вот с этой стороны, это калистофила калимантан, да, я вам сказала? Она в эту сторону идет. А я хочу, чтобы она по опоре шла еще в эту сторону. Слушайте, она меня послушала. Ну, в общем-то, листья у них разные немножко, да? Вот как-то она, в общем-то, у меня даже не начала расти, но начала погибать. Что-то я ее или залила, или что-то, я не знаю. И что я сделала? Я срезала верхушечку, череночек, низ вообще развалился. И я попыталась укоренить заново. Слава богу, вот укоренилась. Вырос вот этот листик. И там небольшое количество корней, но есть. Она у меня вот так вот в двойном стаканчике. В этом стаканчике прорези. То есть лишняя вода уходит. Но все равно видно, ей влажновато или что. Но немного корней. Немного. А вот это стояла, и я решила ее перевалить в больший вазон. Потому что она была вот в таком стакане, по-моему. Я ее перевалила в больший вазон. Вот она начала растить корни поактивнее. И видите, появился все-таки рост. Но я думала, что он где-то здесь появится. А, вот там листик, я вижу, новый растет. У нее сначала по 2 листика на узле, а потом она может еще несколько листиков дорастить. Короче говоря, слава богу, калимантан начала растить новый рост. О, я так рада. Сейчас ее полью. Ну, немного полью. Надо ее так взять в руки и попробовать. Вот такая, девочки, она еще тяжеленькая. Ну, я чуть-чуть водички ей дам. Чуть-чуть. У меня сегодня водичка без удобрений, без ничего, просто водичка. В общем, надеюсь на этот кустик. Но это совершенно другой вид. Вид один, ну, может, сорт, или как у них там, я не знаю, вид калистофила.
и разные сорта, возможно. Девочки, поправите в комментариях, кто вот в хоечках прям разбирается. Именно вот в теме. И вот это будет у меня пока растить свои листики здесь на солнышке, а та у меня под искусственным освещением. Посмотрим разницу. Красотки. Слушайте, я уже думала, что не скоро дождусь по второму листику каудаты. Но нет, вон уже есть здесь. А здесь пока не видно. Так что все нормально. Ой, девочки, красота. Красота спасет мир. А эта красавица, слушайте, я уже хотела девчонкам писать, потому что заказывали у меня узелки вот этой Gold каудаты. Думаю, ну, засушила усы, хорошо, не жалко будет срезать. А она взяла, вот продолжение выдала. Ну, теперь жалко. Вот тут уже узелок формируется. Вот такие вот непослушные, непредсказуемые хоечки. Каудата Gold у меня вот там стоит, внизу. Это она сюда пришла с нижней полочки. Вот она, видите? Вот она, красотка. Рептилоидная, рептилия. Уже скоро буду обрезать фаленопсисом цветоносы. Но это так красиво смотрится, когда они вот так в обнимочку с хвоями. Понимаете? Это просто невероятно. И так вот этот цветонос, который вышел вот так дугой, и вот так нашла каудата и обвила, что, скорее всего, придется его где-то здесь вот обрезать и оставлять в качестве опоры. Потому что начни там убирать все это дело, она, конечно, обидится. И фаленопсису, конечно, надо было бы уже покупаться. Ну, вот так вот. Этот бедняга стоит уже, производит, которое по счету потомства низ вот этой вот красоты. Ой, девочки, все. На этой полочке только осталось саму полочку. Сейчас возьму антибактериальную салфетку, здесь повытираю, все уберу. И пойду за новой порцией воды, чтобы там навести порядок на второй полке. Тут у меня еще, я вам не показала, Рангсан, красавчик. И вот эта вот красота. И Финлейсони Long Leaves. И знаете, что я учудила? Я не одела свои окуляры и пошла резать черенок по просьбе девчонок с этой красоты. Здесь был вот отсюда, по-моему, отсюда, длиннющий ус, я вам показывала, который шел вот сюда, с обватой дружить. И я вместо там того, что я хотела срезать, в общем, я срезала черенок. Я должна была вот это срезать, вот это. Но я срезала совсем другое. Теперь надо это поднять, чтобы здесь жила точка роста. Надо ей обязательно быть не вниз, а вверх. И тогда она здесь проснется и пойдет расти дальше вверх. Ну, хотя я подумала, здесь вот есть направление роста, которое пойдет вверх, а это пускай уже так и остается вниз висячим. Может, кто-то захочет Финлайсони, я вот смогу вот этот черенок с одним листом срезать и вот с двумя листиками тоже вот. Вот он, хороший череночек. И тогда вот, и буду ждать, вот когда этот подрастет. Она классная, она мне нравится. Кто крокодилов любит, Финлайсони само то. Особенно Long Leaves. Красотки. Так что, девочки, вот такие вот дела в нашем... Ой, в наших джунглях. Наши джунгли растут. В общем, пишите, звоните, заказывайте. Спросите, куда писать, куда звонить. В Фейсбуке добавляйтесь, друзья. Я вижу, у меня каждый, там, чуть ли не час, 1-2 человека добавляется. Но бывают дни, когда прямо вот много людей добавляется в друзья. Бывает, когда немного. Так что добавляйтесь в друзья. И мы с вами там спишемся. И я вам расскажу, что я могу вам предложить. А вы расскажете, что бы вы
хотели для себя на полочку прикупить. Так, я покажу вам сейчас еще одну интересную хоечку. Она здесь ниже. А давайте я вот так переведу вам камеру, и вы ее увидите. Смотрите, что она делает. Пошла вот туда растить ус, и где-то туда ушла, и я даже потеряла ее след. Где-то она там. В общем, я не знаю, где она, но вот вижу там где-то пошел ее усик. Там не за что ухватиться, разве что за Рангсан. Это Сабах 961. Когда-то меня и сейчас его листики впечатляют, но когда-то я просто как увидела, все у меня прям, я в шоке была от этой красоты. Листья большие, ну не все. Вот тут большой листик, эти поменьше, узелок. И вот сейчас растит новый ус. И вот смотрите, какие красивые новые листья у нее. У нее такой, знаете, как картонный лист, такой шубуршит. Она у меня в таком... Ой, она вот туда, вон, видите, вот немножко получила в прошлом году в жару от солнышка ожоги. Ну ничего, вверх уже хорошо нарос. Она у меня еще не цвела. Но вот эти листья новые этого сезона весны, они меня просто впечатлили. Здесь нету большого доступа света, рассеянный свет, и они такие большие, вон по второму идут. И вот здесь, вот тут вот уже пошел доступ к освещению, и тут раз листик формируется. Она клевая такая, она мне очень нравится. Очень интересная хоя. И цвет такой зеленый, веселенький, и структура интересная. Потом, когда уже обрастет листиками, я ее сниму с этой опоры и намотаю. Сейчас не хочу трогать, пускай тут она кустится, растет. Видите, ус вот так вышел отсюда. У меня, кстати, есть, кто захочет, есть черенок. Вот видите, вот он прям просится на срезку и на укоренение. Надо его срезать и в водичку поставить и укоренить. Потому что классно. В общем, кто захочет, могу срезом прислать, либо укоренить. Может быть, пока вы напишете, он уже будет с корешками в грунте. Сейчас только за секатором пойду, схожу и укореню. Поставлю в воду. Здесь у меня растет красавец Silver Dollar. Уже хоть такой, знаете, я посрезала вот здесь вот его ответвление, и он сейчас идет по стене вот так вот строго наверх. Красавчик, нравится мне его. Красивая пластина глянцевая. Немножко свет на него падает, и он такие получает, ну не то что ожоги, он так загорает. Его листья лучше не трогать, чтобы не стояли рядом какие-то кактусы. Вот видите, вот лист отвернут от солнышка, и он такой идеально оливковый. А тот, на который солнце приходит, он имеет вот такой пигмент. Но это все поправимо. Стоит только его развернуть, убрать от солнышка. Доллары должны быть в каждом доме. Так что долларное дерево, как говорится, денежное дерево, у нас долларная хоя. Так и называется, Silver Dollar. Классный очень. Так, вот сюда поставила вниз на гидропонике. Кстати, надо посмотреть, может его полить пора уже. Этот мой кусочек я покупала в Фейсбуке принцессу когда-то давно. С двумя вот такими листиками пауценки. Ну, ничего у нас не получилось. Вроде как и такая вот веточка, ну да, она не розовая, она должна быть красная. И уже несколько, я там все срезала, вот это все, чтобы, ну, хоть как-то вышла почка и по сорту, чтобы получилось. Нет, у меня новохост, и все. И она вот стояла на солнце, мне не понравилась заливка. Ну, больше на грейхост пошла, да? А мне хочется вот такой глазурь. И я поняла, мне так показалось, что чтобы была вот прям глазурь-глазурь, как она умеет делать, именно принцесса, надо убрать ее
с прямых солнечных лучей. Я убрала ее в тенечек. Ну, давайте посмотрим, может там уже водички у нее нет. Да, ее надо полить. Она без водички. Сейчас я ей в контейнер, пойду его помою. Вот эти контейнера, чем не хороши, тем, что они вот так зарастают тиной. В общем, я ее сейчас сполосну. И вот она будет у меня тут внизу стоять. И я хочу красивые листики, как она умеет делать, вот такие вот красавицы. Вот такие глянцевые. Но, видимо, не надо ей много света для этого. Потому что у меня предыдущий черенок стоял. А хотя, знаете что, я, наверное, даже не знаю, даже вот прямое солнце, оно вот делает вот какие-то такие ожоги. Я, наверное, под лампу, может, ее отнесу, потому что я недавно отправила от нее же черенок, который стоял под искусственным освещением всю зиму. Так вот, он просто бомбический. Он прям, ну, такой красивый. Там такая заливка классная. Но сейчас, наверное, на то же место эту поставлю, чтобы у меня пошли красивые, как я хочу, листья. Что-то на естественном освещении это не получается. У меня новохост тоже есть, сейчас вам покажу. А вот моя новохост. Именно вот куплена как новохост. Ну, не знаю, вот у нее такой листик. Вот, ну, сейчас они прям похожи. Эти листья. Прям новохост точно. Ну, вот здесь вот пониже. Я так поняла, что очень часто каждый листик зависит заливка от количества освещения. Вот сейчас стоит на солнечном свете, и вот как бы такие листики. То давала вот такие. Вот мне нравятся больше вот такие. Короче, но все равно симпатичные. Кто любит вот такое вот серебро, красивенькое. Я вот здесь ее схватила, и она засушила краешек. Но Коя всегда желает расти вверх. И вот из почки вышел новый ростик, новое направление роста. И уже идет вдоль стеночки вверх. Ну, не знаю, девочки. Вот сказать, что они одинаковые, ну, возможно. Но у них немножко разные посадки, разные условия. Поэтому так вот. Ну, тоже вот зелень пробивается после того, как я поставила на окно. Начала пробиваться зелень. Было меньше зелени. Действительно, надо, наверное, ей меньше освещения. Получается, что так. Вот эти листья, как мне нравится, росли без яркого света. Эти, в принципе, тоже. Не поймешь. Не поймешь. Хочется, чтобы она была вот глазурь такая вот красивая. Не хочется новохост. Хочется грейхост. Так, и вот последнюю хую вам сегодня покажу. Наконец-то вот листик выдала красивый. Моя влюбленная хуя, вторая по счету, у меня их две. Это Кэрри Сплэш. Мне ее подарили. Девочки поделились со мной. И вот она что-то выдала мне вот такой вдруг лист без сплэша. Но потом нарастила вот со сплэшем два листика. Или вот этих два. Короче, дорастила тут еще пару листьев. И здесь был только один лист. Она вырастила второй и уже такой, видите, со сплэшиком. Я ей прям благодарна, потому что я говорю, слушай, подруга, ты мне что, решила зеленые листья растить? Я вот такое хочу. Красоту. Девочки меня спрашивали про нее. Девочки, ну пока она что-то так медленно растет, в отличие от моей самой первой Кэрри. Вот она у меня как-то весной, когда только приехала, мне ее, когда не приехала, мне ее когда вручили, я ее весной залила. Холодная весна, как вот сейчас холодные месяцы, дожди. И она у меня прям пошла грибковостью. Я ее профунгицидила. И вот так прям по листу топсином и пролила. И потом перестала ее сильно часто поливать. Так она более или менее вот сохранилась у меня.
слава богу. Что там с корнями? О, сейчас я, кстати, тоже залила. Залила. Мокрая. Ну, корни есть. Дело в том, что моя ошибка в том, что мне кажется, что надо побольше дать водички, а вот этой хвои лучше много не давать воды, потому что она как суккулент. У нее в листьях достаточный запас. У нее сюда утром приходит солнце на листья, именно в этом месте. Под картоном она тут растет. И она получает солнышко, и вот сплэш начал появляться. Но вот этот листик на лоджии, на северной, летом вот так без сплэша остался. Видите, какой бывает ляп неожиданный. Девочки, надо убрать вот это. Жорка был маленький, мой мальтипу, и пытался заняться огородными делами, поэтому я так защитила свой картон. Так, ну и покажу вам, сейчас развернусь уже вот в финале видео, на каком этапе моя Кэрри, влюбленная тоже хвоя, которая перманент, ну, вряд ли это варигатная хвоя, я не знаю. Вот она же тут вот наращивает листья, дала, здесь я вам показывала такой рост, и этот рост, девочки, попер, ну некрасивое слово попер, побежал, будете меня ругать, и вон туда, гляньте, где он. Я прям вот тут привязала шнур и к лампочке. И смотрите, что у меня здесь. И не падайте в обморок. Вот лист. Вот здесь лист. Здесь что, цветонос или лист? Я понять не могу. Лист, не цветонос. Здесь пока один такой красивый. Девочки, ну кто знатоки Кэрри? Это что за Кэрри? Я ее просто как Кэрри покупала. Мне писали перманент и варигатная. Не знаю. И смотрите, тут вот тын. Вы представляете? А в прошлом году она в окно у меня вот сюда. Я туда привязывала веревку. И ну, было много желающих на нее. Девчонки у меня разобрали. Всем хочется вот эту вот. Она, в принципе, беспроблемная. Если говорить про влюбленные хвои, она беспроблемная. Она вот сидит, потом как стартанет. Вот это у нее вторая уже такая вот история. Второй год она вот это вытворяет. А вот эти листья какие, смотрите. Прям такие сердца. Гляньте, девочки. Обалдеть. Этот маленький. А вот этот какой лист. Прям суккулент. И он со сплэшем. Удивительно. Вроде на других листьях я сплэша не замечала. А здесь и вот тут сплэшики. Прикольно. Вот я ее купила вот этим вот небольшим вот таким череночком, там пару листиков было. Она когда ко мне приехала, кто видел распаковку, кто помнит этой хвои, лоток яичный девочки, кто мне отправлял, она вот в лотке яичном, ее не знали, как переслать, листья огромные. Это было вообще, я когда открыла, у меня был, чуть удар не случился. Я думаю, боже, что это за громадина? Но она на самом деле не такая же громадина. Вот у меня небольшая рука, но на этот еще лист в росте. В принципе, вот, ну вот на ладонь. Сердце такое, девочки. I love you, baby. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Смотрите, какая клевая, да? Вау. Ну, это здесь тоже бусинка. И это бусинка. Хвои вперемешку с моими орхидеями здесь. Ну, тут еще на подоконнике. Кстати, у меня флагеллата цвела. Я не успела показать. Она сбросила. Такие цветочки интересные у нее флагеллаты. Так, девочки, все, я заканчиваю. Загорела. Смотрите, как флагеллата загорела. Я фувоенсис убрала отсюда, а флагеллату оставила. И она вот такой некрасивый загар. Надо ее тоже отсюда с солнца убирать, девочки. Все. Сейчас я ее полью и буду убирать. Не нравится ей здесь на солнце. Пересыхает ужас как быстро. А что она так? Я надеюсь, я ее не залила. То бывает, девочки, я ее залила.
Все, капец. Нету у меня флагеллаты. Да. Надо черенок резать. А что это она отцвела и решила сбросить мне все? В тряпочки превратиться. Я думаю, а что она такое мягкое? Ну, сейчас срежу черенок и высажу. Ну, геть. Да, залила. Значит, ей не надо фитильный полив. Эх, вот вам и на тебе. Это флагеллата. Что-то пошло не так. Либо ей не понравилось на солнце. Я сейчас вот этот черенок срежу, верхушечный. Вот здесь вот. Ну, он короткий, ножка короткая. Но я не расстроилась, девочки. Все равно какой-то черенок спасу. Либо вот этот. Странно вообще, конечно. Я сейчас парочку черенков срежу и попытаюсь укоренить. Да, вот так бывает. Она красивая. Вот ни с того ни с сего. Причем мне недавно, я, наверное, залила. Сейчас было холодно, я залила. Вот как бывает, когда ты зальешь хою. Она вот так теряет тургор, превращается в тряпочку. Да. Ну, не будем терять самообладание. Будем дальше выращивать хуечки. Всех обнимаю. Всем мира и добра. Всем всего самого-самого наилучшего. Пока-пока. Держите сердечко. Девочки, смотрю на свою флагеллату. Ну да, явно, что тургор слегка потеряла. Но я ее с окна убрала. И она за пару часов как-то вот... Да не, все равно. Мне прям показалось, что ей как лучше стало. Но я сейчас обрежу вот этот черенок. Вот этот черенок. Тут как раз она с этой точки, почки, дала новый рост, новый усик. А я вот эти два узла сейчас обрежу и попробую их укоренить. Сейчас мы глянем. Сейчас мы глянем. Так, вот так, вот так. Одной рукой. Да, вот такой черенок. Оно есть там? Ну, он живой. Ну, и, кстати, вот флагеллата не дает прям много млечного сока. Или просто она уже подустала. В том плане, что потеряла тургор. Я сейчас поставлю в стаканчик с водичкой. У нее такой красивый листик, переливается, видите? Поставлю на укоренение. Будет у меня дублик. Смотрите, как у нее переливается. И, конечно же, надо ее со света убрать. Этот лист был просто шикарный. Но я думаю, что он восстановится постепенно. Главное убрать с окошка. И перестать поливать. Сейчас я солью водичку, которая там еще чуть-чуть есть. Это я, видимо, вчера ливанула. И ей стало слишком много. И она так отреагировала. Холодный подоконник сейчас в апреле. Пасмурно. И вот она прям, видимо, скинула корни. Неужели за одну ночь? Или я вчера, когда поливала, даже не обратила внимания. Да, надо аккуратно в межсезонье. И вот, казалось бы, весна, но все равно, видите, как. Ну, попробуем. Попробуем этот череночек укоренить. Поставлю водичку. Я думаю, что все будет нормально. Даже не переживаю. Но у нее красивые листики. Мне даже флагеллата больше нравится, чем фовоенсис. Хотя они все колдата подобные. Надеюсь, что я ее не загубила.